Маги могут выносить ментальное тело, душу, за пределы физического тела. Ментальное тело можно перемещать не только в пространстве, но и во времени. При накоплении энергии, информации, ментальное тело уплотняется и становится способным к различным взаимодействиям. Работая с 16А, маг получает возможность возвращаться в предыдущее воплощение и изменять собственное прошлое. При смещении ментального тела в 16А сознание мага перемещается по цепочке воплощений. Каждое из прошлых сознаний является опорной точкой. Зацепившись за прошлое сознание, маг включается в ту реальность. Он может управлять телом через приказы или подсказки сознанию из прошлых жизней. Маг для прошлого сознания – пришелец из будущего, подселенец, демон или инопланетянин. Возможно, что большая часть рассказов о вселившихся демонах связана просто с коррекцией собственного прошлого. Рано или поздно каждый человек достигает магического уровня сознания и приходит к проработке собственного прошлого. Аркан 16 связан с диапазоном Анахата, Вишудха и уровнями сознания 4.1-4.2. Этот диапазон ученический и связан с определенными тренировочными миссиями, необходимыми для ликвидации допущенных в прошлом ошибок, которые способны негативно повлиять на текущий уровень развития. То есть мы говорим о выполнении обязательного для магов практического задания. Но при этом прорабатываются не все воплощения, а только несколько точек во времени. Вторая работа со временем завязана на аркан 14. Здесь идет проработка точек в будущем. Если в 16А мы имеем дело с пройденным путем и однозначной цепочкой событий, то в будущем это набор вероятностей и движения по лабиринту. Работа с прошлым предназначена для спрямления траектории духовной эволюции. Работа с будущим для выбора оптимального с точки зрения эволюции будущего. Воплощения, следующие после данного, называются высшими. Они находятся в будущем данной личности и связаны со стихией воздух. Двигаясь по 14А, маг перемещается через варианты своих будущих воплощений, так же как в 16А через состоявшееся прошлое. Сместившись от настоящего на расстояние в 100 лет, маг выбирает наиболее продвинутое воплощение и фиксируется на нем, закачивая в него энергию и делая именно это воплощение наиболее вероятным. Зафиксировавшись на этом воплощении, маг считывает через него окружающий мир и настраивается на детали. При этом он фиксирует некую траекторию собственного движения во времени, не изменяя будущего линии, в которой он находится сейчас. Настоящее время – стихия огонь. Эта траектория включает в себя возможные переходы на другие линии просто за счет выбора определенного действия, типа всем известного выбора «налево пойдешь, направо пойдешь». Камень, изображенный на картине Васнецова «Витязь на распутье», символизирует собой волхва-предсказателя, который один только может предсказать последствия того или иного действия Витязя. Но это действие не меняет мир, так как у одного человека в статусе воина слишком мало для этого энергии. Выбрав дорогу, человек фактически выбирает мир, в котором происходит предсказанное событие. Король, управляющий страной, или полководец, управляющий войском, могут принять решение и сделать выбор, влияющий на развитие всего мира, линии. Этот параметр называется значимостью. Чем выше значимость человека, тем больше его влияние на развитие линии, в которой он сейчас находится. Значимость можно сопоставить с массой энергии, которой обладает данный человек. Эта масса связана с определенным частотным диапазоном и, соответственно, кастой. Для человека касты 1, работник, Муладхара чакра, значимость определяется количеством трудовых навыков, хороший работник. Для человека касты 2, купец, Сватхистана чакра, значимость определяется навыком коммуникации. Удачливый купец – это хороший продавец. Значимость воина, каста 3, Манипура чакра, определяется его подготовкой, тренированностью, опытом. Значимость мага, уровня 4.1-4.3, определяется его умом, мудростью и наработанными способностями. Чем выше значимость человека, тем больше его влияние на развитие линии. Например, если рассматривать людей, едущих в автомобиле, наибольшая значимость будет у водителя, от навыков которого зависит жизнь не только пассажиров, но и всех участников движения. Используя 14А, маг предопределяет свое будущее. В точке развилки, то есть в точке бифуркации, маг может связать свое будущее с каким-то вероятностным процессом, словно подкинуть монету или кинуть игральные кости. Заранее выбирается значение жребия. Например, орел – хорошо, решка – плохо. Или чем больше сумма выпала на игровых костях, тем лучше. 1 + 1 + 1 – минимум, 6 + 6 + 6 – максимум.
Мысленно сделав выбор своего поведения, маг подкидывает монету и получает оценку линии, которую он выбрал относительно себя и своего состояния. Например, ученый получает приглашение от 3 университетов. Мысленно выбрав один, представив себе детали, он подкидывает монету и получает орел, хороший выбор. На второй падает решка, выбор хуже. На третий также орел. Между первым и третьим вариантами на первый взгляд нет разницы. Он снова кидает монеты, фокусируясь на мелких деталях. Теперь орел приходится на третий вариант, а решка на первый. При том, что оба варианта лучше второго, третий оказывается самым лучшим. Достоверность такого гадания зависит от того, насколько человек смог зацепиться за линию и достоверно смоделировать мир, в который собирается отправиться. Такое гадание работает только в точке бифуркации, то есть когда развилка реально есть. Возможно, ректор 3-го университета передумал, и этого варианта уже нет. Или жена нашего профессора уже решила, что поедет во второй город, и несмотря на то, что это худший вариант для профессора, ее аргументы будут самыми вескими. Одним словом, в арканах 16 и 14 мы имеем дело с изменением индивидуальной траектории движения во времени. В обоих случаях результатом этой работы будут изменения, полученные в настоящем времени. Однако нужно понимать, что они касаются личности и не распространяются на весь мир. При высокой значимости человека изменение личности приводит к событиям в линии, в жизни этой личности. При маленькой значимости человека, адепта, эта работа влияет на его здоровье, кармическое лечение. Работа с 12А соответствует уровню мастера, и поэтому это сложная работа, доступная магическим орденам уровня 4.2, 4.3 или магам Самадхи. Таким магам, как правило, нет дела до исторических событий, так как их основная забота состоит в накоплении энергии, необходимой для вознесения, перехода на уровень 4.4. Магические ордена, напротив, участвуют в развитии цивилизации и изменениях хода истории. Например, в битве при атолле Мидуэй, очевидно, работал орден боевых магов 12А, связанный с европейской традицией. Таких орденов известно несколько, в том числе Кельтский орден Вороны Одина, саксонский рыцари круглого стола и китайский Дети дракона. Китай в тот момент был жертвой японской агрессии и союзником США. Скорее всего, воздействие оказал китайский орден. Ему противостоял японский орден Зеленого дракона. Деятельность орденов можно рассмотреть как некую игру, направленную на развитие технологий, а также как тренировку входящих в ордена магов. Развитие технологий в понимании магов представляет собой в основном подготовку человечества к использованию этих технологий и формирование потребностей в них. Сами технологии для магов, умеющих работать с информационным полем планеты 2А, загадки не представляют. Проблемы связаны с тем, что нельзя нарушать последовательность технологической цепочки, при которой одни технологии вытекают из других. Использование необоснованных технологий приводит к феноменам, например, к появлению совершенных и сложных строений и технологического оружия у примитивных цивилизаций. Мощные артефакты можно было выкопать. Большое количество древнего оружия и информационных устройств лежит в земле в древних подземельях. Однако эти устройства требовалось починить и зарядить энергией. Для этого нужны знания и умения, не присущие современникам. Тайные магические ордена могут себе позволить нарушение правил. Их как бы нет, и поэтому их деятельность не нарушает общих законов. Существует официальная наука, призванная соблюдать логику в развитии человечества. Целью этих ученых является наблюдение за последовательностью в технологических цепочках. Время от времени появляются ученые-медиумы, способные напрямую работать с информационным полем Земли. Они могут скачивать знания и технологии, намного опережающие современный уровень. Задача официальных ученых – вытеснять этих самоучек в серую область, где наука неотличима от магии. Магию же держит вне закона религия. Основной лозунг религии – колдовать запрещается. Мир является программой, созданной великим программистом. Религии предназначены для защиты программы от хакеров. Периодически среди людей рождаются личности, способные зацеплять программу своим сознанием. Часть из них – медиумы, способные читать коды. Они воспринимают не картинку на экране компьютера, проявленный мир или явь, а символы, с помощью которых написана программа. Мир непроявленный или нафь. Помимо медиумов, чтецов программы, появляются также и маги-программисты. Они могут программу взломать и переписать. Они имеют доступ к самому компьютеру, дереву Сефирот.
и способны переписать первичный код. Время от времени среди людей появляются мессии, персонажи, созданные великим программистом и непосредственно им управляемые. Они предназначены для внесения изменений без переписывания основного кода. Иногда внутри программы появляется подмастерье, маг, вплотную подошедший к уровню великого программиста, способный выйти за пределы программы. Такой хакер может вывести из строя саму программу, которую придется отлаживать и перезапускать. Есть модель, принятая в магии, которая сравнивает существующий мир с игрой в шахматы. Два шахматиста, бог и антибог, разыгрывают серию партий. В каждой партии происходят сражения, гибнут фигуры, однако в следующей партии они возрождаются и снова выходят на поле. В шахматах действуют строгие правила. Каждая фигура имеет свои особенности. Прикосновение шахматиста к фигуре для нее является перстом судьбы. У каждой фигуры в игре есть свое предназначение. Однако не все фигуры успевают в игре поучаствовать. Некоторые в течение игры просто стоят на месте. Интересно, что нацисты во время своего правления в Германии 1933-1945 годы построили принципиально иную цивилизацию, которая более всего походила на магические империи древности. Разогнав официальную науку, Гитлер сделал ставку на медиумов из общества Врил, поисковиков из общества Тули и инженеров из института Анненербе. Не скованные запретами официальной науки, эти ученые, в кавычках, накачали в мир кучу так называемых запрещенных технологий, часть из которых удалось реализовать. Объединенными усилиями магических орденов эту брешь удалось ликвидировать, а запрещенные технологии вывести в серый сектор. В результате образовалась как бы параллельная цивилизация Земли, использующая технологии, до которых человечество еще не доросло. Война с нацистами изобиловала странностями, которые нельзя объяснить логически. Сюда можно отнести внезапную остановку операции по захвату Британии и наступление нацистских войск под Ленинградом. Странный выход из строя электрических систем у колонны немецких танков на Курской дуге. Появление в небе странных плазменных шаров фуфайтеров. Несмотря на создание новых видов оружия и использование магии, нацистам не удалось победить в войне. Но главные нацистские преступники как бы растворились в воздухе, и с ними вместе большое количество людей, техники и ресурсов. Возникло множество страниц стертой истории. На фоне такого размывания истории появление неизвестно чьих подводных лодок у атолла Мидо является чем-то вполне нормальным. Странные истории, связанные с покушениями на Гитлера и Сталина, которые демонстрировали чудеса неуязвимости, также являют примеры магических воздействий. Понятно, что в шахматной партии нельзя просто съесть короля, как и в кинофильме убить главного героя. Кроме того, известно применение воюющими странами необычных инструментов. Так, в Британии отремонтировали и использовали Стоунхендж. В Германии создали дисколеты, виманы и построили мощный артефакт в Виверсбургском замке. В России активизировали религию и активно использовали религиозные артефакты. Магические ордена, как правило, не вступают в прямой контакт с правительством и действуют из позиции шахматиста. С другой стороны, спецслужбы и правительство всегда хотят заполучить в свое распоряжение магов. По отношению к ученикам уровней 3.5, 4.1.7 это вполне возможно. Как правило, люди, почувствовав у себя какие-то минимальные способности, с удовольствием сотрудничают с полицией и спецслужбами. Но обычно маги, принадлежащие к той или иной традиции, находящиеся внутри эгрегора ордена, стараются себя особо не проявлять и на службу к правительствам не идут. Существует карта 9А, показывающая настройку на магические ордена. На этой карте мы можем представить отшельника, бредущего в пустынной местности, уровень 4.3. Его путь символизирует духовное развитие. В правой руке у него фонарь, абстрактное знание. Знание позволяет отыскивать путь, систему действий, позволяющих перейти на следующий уровень эволюции. В левой руке мастер, уровня 4.2.4.3, держит посох, символизирующий накопленный опыт. Идти по пути, полагаясь на личный опыт, а не на полученное извне знание – это мудрость. Отшельник скрыт плащом с капюшоном, что означает тайну или эзотерическую традицию. Местонахождение мастера – тайна. В быту мастер старается не проявлять себя. Никто не знает его настоящего имени. Однако лицо отшельника видно под капюшоном, что означает использование некого псевдонима. То есть и в мире есть информация об этом мастере, легенды и мифы о богах и святых.
Завершив процесс обучения, накопив знания и получив опыт, ученик переходит в статус подмастерья, помощника мастера, уровней 4.1.7, 4.2. Этот этап может длиться долго, и здесь нужна определенная практика. Подмастерье учится принимать решения и брать на себя ответственность. Он обзаводится собственными помощниками, учениками. На этом этапе он сам должен продемонстрировать мастеру, ордену, лояльность и надежность, а также готовность к дальнейшему росту. Каждый из этапов обучения важен и включает в себя элементы испытания, отбора. Можно сравнить мастера с рыцарем, а подмастерье с оруженосцем. В магический орден входят полноценные мастера, уровни 4.2, 4.3. Ордена связаны со специализацией. Так, в Великую гильдию боевых магов, первичная специализация на работе с социумом, входит 4 малых гильдии. Высшее образование. Первое – шаманы, работа с духами. Второе – некроманты, работа с миром мертвых. Третье – демонологи, работа с верхними и нижними мирами. Четвертое – разведчики, работа с параллельными мирами. В Великую гильдию целителей, первичная специализация здоровья, входят 4 малых гильдии. Первое – терапевты, использование целебных свойств минералов. Второе – друиды, использование целебных свойств растений. Третье – чародеи, работа с внешним обликом человека. Четвертое – заклинатели, псионики, работа с сознанием человека. В Великую гильдию волшебников, первичная специализация создания артефактов, входят 4 малые гильдии. Первое – цензоры, классификация и сертификация артефактов, а также организация рынка артефактов. Второе – бест-мастера, создание искусственных организмов. Третье – алхимики, создание искусственного вещества. Четвертое – повелители иллюзий, создание многомерных иллюзий. В каждую из малых гильдий входит по 4 магических ордена. Эти ордена предназначены, во-первых, для организации практики мастеров. Участвуя в проектах ордена, мастера привлекают своих подмастерьев, которые в свою очередь используют собственных учеников, адептов. Проекты орденов напрямую вытекают из их специализации. Каждый орден может иметь филиалы в разных местах, в том числе и в разных мирах. При этом каждый филиал ордена может иметь собственное название. Деятельность орденов так или иначе связана с исследованиями и похожа на деятельность исследовательского института. Ордена имеют жесткую иерархическую систему, как и гильдии. Возглавляют их мастера, имеющие высшую квалификацию и силу. Они носят титул магистра данного ордена. Если орден имеет много филиалов, позиционирующих себя как полноценные ордена, то доменным орденом, холдингом руководит великий магистр. Каждый орден имеет собственную хронику, базу данных, доступную только для его членов. Все ордена присутствуют на так называемом магическом рынке, реализуя товары и услуги. Кроме орденов, связанных с конкретной специализацией, существуют междисциплинарные ордена, рекрутирующие магов различных специализаций. Эти сборные группы выполняют особые миссии, связанные с развитием человечества как члена межпланетного сообщества. На протяжении тысячелетий Земля была членом Галактической Федерации. После гибели цивилизации функция представительства Земли перешла к хранителям, наследникам знаний древних. Поэтому магические ордена имеют доступ к рынку инопланетных технологий и товаров. Этот рынок поддерживает также гильдия волшебников. Он совмещен с третьим рынком артефактов. Именно маги могут предложить что-то эквивалентное для обмена на космовалюту. Обычным же людям предложить почти нечего. Только отдельные произведения искусства могут заинтересовать инопланетян настолько, чтобы быть эквивалентным товаром. Это и есть причина исчезновения из музеев оригиналов некоторых полотен и их замены копиями. Третий рынок артефактов является мощным инструментом влияния на политиков и бизнесменов. Лекарства и средства коммуникации, транспортные средства и доступ к порталам. Магические артефакты, присутствующие на этом рынке, могут быть стимулом для любого землянина. Таким образом, поддерживая 3 рынка артефактов, маги влияют на события. Работа с 12А – это инструмент воздействия на глобальную историю. Однако внутри системы существуют логические цепочки, которые компенсируют происходящие точечные изменения. Например, человеку под гипнозом внушают, что он должен поздравить людей с Новым годом в мае месяце. Он это делает со сцены. У него спрашивают, почему он это делает. Он тут же подводит логическое объяснение. Я же не увижу этих людей до Нового года. Другой пример.
Загипнотизированную девушку нельзя заставить раздеться на сцене. Однако ей можно внушить, что она одна у себя дома в душе. После этого девушка спокойно разденется и будет мыться на сцене. Действия магов в 12А являются аналогом гипноза по отношению к системе. В системе задним числом выстраиваются логические цепочки, так как события должны иметь причины. Если мы уничтожаем в битве японские авианосцы, то для их гибели должны быть реальные причины. Так появляются непонятно чьи подводные лодки. Пример из смежной области. Итальянское телевидение снимает сериал о Леонардо да Винчи. Ведущий рассказывает о неком изобретении, сделанном ученым. Однако после выхода серии в эфир ведущий засомневался, так как никогда не читал об этом изобретении. Он только что-то слышал на эту тему. Засомневавшись в подлинности этой информации, ведущий стал звонить специалистам. Полученный ответ был такой: да, существует кодекс, одна из записных книжек Леонардо, в котором это изобретение было описано. Но вчера его украли. Невозможно теперь доказать. То есть авторы исторического сериала реально изменили историю и создали неопределенность. Общественное мнение связано с системой, так как ее сознание состоит из сознания людей. Упрощенно, то, в чем уверена большая часть людей, и становится реальностью. Дерево Сефирот представляет собой сознание именно Земли. Это сознание в науке называется системой, а в религии – Богом. Реальность, которую мы воспринимаем, называется договором. Договор зависит от числа людей, убежденных в данном факте. Однако ценность сознания людей разных каст не одинакова. Сознание одного мага первого уровня 4.1 можно приравнять по количеству энергии к сознанию десятков обычных людей. Сознание мага второго уровня 4.2 приравнивается уже к сознанию сотен, а мага третьего уровня 4.3 к сознанию тысяч человек. Поэтому маг первого уровня может создать заклинание, меняющее картину мира для единиц. Маг второго уровня для сотен, маг третьего уровня для тысяч людей. Таким образом, с помощью СМИ можно значительно изменить картину мира. Пропаганда – это умение изменять картину мира, воздействуя на сознание людей. Можно изменить договор, только в деталях, политические приоритеты. А можно по-крупному, серьезно воздействуя на базовые понятия. Идеи плоской Земли, доводы против теории Дарвина, опровержение существующей системы датировки. Раскачивая позиции официальной науки, СМИ открывают путь магическим технологиям, как это произошло в нацистской Германии. Конечно, религия противостоит магии, однако парадокс состоит в том, что те высшие силы, которым молятся в религиях, являются продуктом эволюции магов. Одним из назначений религии является защита обычных людей уровней 1, 3, 5 от манипуляций деревенских, наследников языческих жрецов и начинающих, не связанных с традицией и не имеющих моральных ограничений, магов. Кроме того, религии, в том числе и христианство, борются с распространением наиболее опасных текстов. Например, существуют тексты по некромантии из Древнего Египта, переведенные коптами на арабский и далее на европейские языки. Неумелые экспериментаторы с мертвыми телами вполне могут наводнить землю оживленными упырями и вампирами. Развитие некромантии в Древнем Египте было причиной вторжения гиксосов, которые разрушили цивилизацию магов и 500 лет владели Египтом. Гиксосы были объединением кочевых семитских племен, которые под руководством магов победили и разрушили цивилизацию Древнего Египта. В те времена численность людей на планете была небольшой, а эксперименты египетских магов с оживлением и мумификацией умерших в значительной степени снизили рождаемость в других странах. Наиболее богатые и продвинутые люди из разных мест стремились в Египет, чтобы обрести там вечную жизнь. Эту технологию христиане использовали в 15 веке в Восточной Европе, чтобы остановить турок. В 1408 году был основан рыцарский орден дракона. Священники, входившие в орден, получили доступ к библиотеке Ватикана к магическим текстам некромантов. Все погибшие в сражениях рыцари воскрешались, как и воины противника. На них надевались специальные талисманы, сделанные в виде знаков ордена, несущих управляющую программу. Она была достаточно простой и представляла собой ментальный слепок с сознания одного из великих рыцарей того времени, основатель ордена паладин Миклош Гараи. Сам артефакт представлял собой серебряный талисман в виде значка. Живые рыцари ордена носили пустые значки, в то время как на воскрешенные по египетской технологии тела надевались заряженные талисманы.
Мертвые рыцари ордена и оживленные турецкие войны были настолько эффективны, что турки согласились остановить свое продвижение в Европе в обмен на одно условие – уничтожение армии мертвых. Орден выполнил обещание, насколько смог. Часть покойников сумела сбежать, и впоследствии в Венгрии и Румынии активно распространялись рассказы про оживших мертвецов.